Думаю, настало время поговорить на самую больную тему каждого пользователя видеоредактора Vegas Pro, а именно про лаги, фризы и вылеты. Приветствую своих постоянных зрителей и непостоянных тоже. Наконец-то я вам предложу мои способы по избеганию всех ранее перечисленных грехов этой программы. И кстати, все методы будут работать на всех ее версиях, причем эти знания можно применять и для других подобных программ. Сфокусируйтесь на мое видео, мы начинаем. И прежде чем я начну вас посвящать искусству пользоваться данной программой, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мои предыдущие видеоролики по Vegas, потому что некоторые способы оптимизации я уже называл. Итак, первым делом я хочу выделить самую главную причину вылетов Vegas. Это использование нелицензионной версии программы и плагинов. Вы должны понимать, что неофициальная версия всегда будет иметь какие-либо проблемы, так как хакеры не всегда взламывают программу или плагин аккуратно и качественно, и могут повредить некоторый функционал. Если вы используете неофициальную версию, вы должны знать, кто занимался кряком данной версии программы, особенно его билда. Например, взломом Vegas Pro 18 до 373 билда занималась одна группа хакеров, а в последующих билдах уже другая. И новые кряки были сделаны ужасно и имели много критических ошибок. Следующим делом я рекомендую вам развить в себе привычку нажимать комбинацию клавиш Ctrl-S, то есть сохранение проекта, после каждого сложного действия, в какой бы программе вы ни работали. Мало ли что может произойти. Критический вылет программы, обновление системы, отключение света в доме и так далее. Даже если вы используете только лицензионное ПО, никто не застрахован от подобного форс-мажора. Под сложным я имею в виду действия, более затратное по времени и ресурсам вашего компьютера. Например, использование стандартных плагинов Vegas не является сложным действием, тогда как сторонние плагины, такие как NewBlue, Sapphire, Magic Bullet Lux и другие, достаточно трудоемки для программы и системы. Следующий пункт довольно банален. Вы должны следить за тем, чтобы у вашей системы не было перегрева. Особенно это касается ноутбуков. Как только видеокарта или процессор доходит до критической температуры, начинается сброс частот для охлаждения. Другими словами, производительность падает и начинаются зависания при просмотре превью видео, монтаже, рендеринге и так далее. Очищайте историю. Не браузера, а Vegas Pro. Это один из самых важных пунктов, который может спасти вас от вылетов. Вы могли заметить, что лаги и вылеты учащаются от совершенного количества действий. Дело в том, что программа хранит абсолютно все совершенные вами действия, даже самые мелкие изменения в цепочке спецэффектов. К тому же, в зависимости от сложности совершенного действия, вся история записывается на ваш накопитель. Очистив историю, шансы на вылет уменьшатся, Vegas начнет работать шустрее. К тому же, вы освободите ваш жесткий диск и оперативную память. Чтобы очистить историю, вам нужно открыть меню Edit, далее нажать Clear Edit History. Также в видеоредакторе есть возможность отключить запись в историю всех изменений в спецэффектах. Для этого откройте меню Options, Preferences и во вкладке General найдите Create Undos for a Fixed Parameter Changes и отключите его. Если не записывать всю историю изменений в тяжелом плагине, то программа вряд ли вылетит. Не нужно совершать много действий за короткий промежуток времени. Так звучит мой следующий совет. Например, в тяжелых проектах бывают случаи, когда после многократного нажатия на пробел для остановки превью, видео начинает останавливаться с запозданием. И когда в этот момент вы снова нажмете на пробел, Vegas может просто вылететь. Или, например, когда вы хватаетесь за край фрагмента сразу после остановки воспроизведения.
Это связано с тем, что видеоредактор просто не успевает выполнять ваши запросы за маленькое количество времени. Дайте иногда программе время подумать, хотя бы секунду. Не меняйте фрагмент под курсором во время воспроизведения. Если не выключить воспроизведение и изменить воспроизводимый фрагмент на другой с помощью их перемещения, удаления или другого действия, может произойти очередной вылет. Это относится и просто перетаскиванию фрагмента налево и направо. Чаще всего такой глюк происходит во время использования функции Auto Ripple. Она передвигает следующие фрагменты к предыдущим при удалении промежуточных. То есть не оставляет пробелы между ними. Так вот, при удалении большого куска видео во время воспроизведения, Auto Ripple может подвинуть, внезапно для декодера, следующий файл на его место, вследствие чего и происходит вылет. Лучше всего использовать эту функцию, когда вам нужно перетащить громоздкий фрагмент, с которым связано много маркеров, следующие фрагменты и так далее. Монтируйте в более легких кодеках. Например, VS Pro любит формат видео MP4 и кодек H264 соответственно. Работать стабильно с AVI, MOV или MKV он явно не собирается, хотя разработчики стараются исправить этот момент. Поэтому вы можете преобразовать ваши видео в формат MP4 и попробовать поработать с ними. Для преобразования вам достаточно зарендерить видео в этом формате. Кстати, если вы записываете ваши видео с помощью OBS, то вы могли заметить, что просмотр жутко лагает, даже если видео записано в формате MP4 с кодеком H264. Чтобы избавиться от этих лагов, могу посоветовать поставить в настройках записи OBS управление битрейтом CQP со значением начиная от 15 до 20. Чем больше этот коэффициент, тем хуже качество. И нужно поставить интервал ключевых моментов равным единице. Далее в VS Pro зайдите в меню Options, Preferences, откройте вкладку Video и в GPU Acceleration of Video Processing выберите вашу видеокарту. А значение в Dynamic RAM Preview Max сделайте как можно меньше, чтобы не было конфликта между ними. Сохраните настройки и перезапустите программу. Следующим делом вам стоит временно отключать эффекты. Когда вам не нужно работать с эффектами, вы можете просто отключить их. Для этого нажмите над окном предпросмотра на эту кнопку. Изначально она предназначена для сравнения видео с эффектами и без, но ее можно настроить так, чтобы она полностью отключала эффекты. Для этого нужно нажать на стрелочку рядом и выбрать пункт Select All. Таким образом, если у вас лагает превью из-за эффектов, можно нажать на эту кнопку и монтировать дальше. Для возврата эффектов отжать кнопку обратно. Это гораздо проще, чем снимать галочки с цепочкой эффектов у каждого фрагмента. Что делать, если вышеперечисленные советы не помогли? Попробуйте очистить папку с временными данными и кэшем программы. Для этого перейдите к данной папке и удалите ее. Следующий запуск Vegas будет долгим, зато программа будет очищена от лишних файлов. Ну что ж, другие способы избавления от проблем я вспомнить не смог. Но если вы поддержите меня вашим пальцем вверх, подпиской на канал, а также вашим комментарием, то я вспомню и поделюсь остальными способами. А пока что ненадолго прощаемся. Увидимся в следующем видео.